Итак, дорогие друзья, доброго дня! С вами снова Таран Татьяна, психолог, который рассказывает знания иерархические через психологию из личного опыта консультирования других людей. Имею опыт, и есть очень хорошие результаты, которые, если вам интересно, я могу поделиться в следующем видео. Фото отчеты, которые действительно подтверждают мою компетентность. Что я сегодня хотела вам рассказать? Сегодня одна очень такая важная тема, которую важно знать каждому, который, возможно, планирует разбить отношения, какие-то крепкие отношения двух людей, мужчины и женщины. Либо мужчина и женщина, возможно, сейчас в дилемме расходиться ради кого-то или не расходиться ради кого-то, если появился третий лишний. Сегодня очень шикарная тема. Вы знаете, эта тема длится веками. Этот Бермудский треугольник любовный, он существует веками. Почему? Потому что есть мужчины, есть женщины, но есть мужчины и женщины, которые уже вместе, и появляется кто-то третий, которому нравится или мужчина, этой женщине нравится, которая уже в паре с другой женщиной, либо мужчине нравится другая женщина, которая уже в паре с другим мужчиной. Потому что это я придумала такой термин. Наверное, нужно запатентовать. Почему именно так я называю? Потому что когда люди попадают в него, как минимум, они остаются несчастны, если они в нем находятся. Каждый из них постоянно в дилемме. Он неопределен, он не знает, как быть, что ему делать. То есть это нет конкретики в жизни. То есть человек не определен, а значит, он не знает, куда двигаться. Итак, сегодня мы рассмотрим любовный треугольник пары, которая уже в союзе много лет, и женщина, которая разбивает семью и пытается, и, возможно, даже внедряется в эту семью, что стает, возможно, даже женой того мужчины, которого она разбивает семью. У каждого бывает по-разному. Но мы рассмотрим именно тогда, когда женщина становится женой, обменяет, вернее, статус любовницы на статус жены того мужчины, у которого она развалила семью, как слон. Эта женщина на самом деле, она воровка. Понимаете? Потому что ни одна достойная женщина, зная свою цену высокую, она никогда в жизни не пойдет и не возьмет чужое. Никогда. Это воровка. Это не женщина. Это вообще далеко от женщины. Почему? Послушайте, пожалуйста, видео, которое я ранее записала, «Женщина-источник». Эта женщина, она ни у кого ничего не забирает. К ней сами все идут. Вот почему третье лицо, которое попадает в семью, и особенно это касается женщин, которые разбивают семьи, которые уже очень много лет создавали ее, конечно же, они не являются достойными женщинами вообще этого слова. Итак, поехали. Теперь продолжим про женщину, которая никогда не сможет быть женой в глазах других людей. Почему? Любовница, пришедшая в отношения стабильные другой пары, навсегда останется любовницей, которая разбила семью, она разорвала союз, который собирался многие годы, который построен был на любви, на ценности друг друга, на ценности того, чего они хотели достичь, своих планов, своих идей, своих желаний, общих семейных ценностей. Эта женщина никогда не станет близким другом,
этого мужчины в том обществе, где он вращается. Никогда в жизни. Почему? Даже мужчина, который выбирает такую женщину, с ней идти дальше и бросает свою ценную женщину, которая прошла с ним огромный, тяжелый, возможно, тернистый путь к его цели, так как если они от 7 до 15 лет вместе, то мы же понимаем прекрасно, что они уже прошли очень разные этапы становления себя финансово, юридически, территориально, психоэмоционально, морально. То есть это уже окрепшие психотипы двух людей, которые построены на общих ценностях этой пары, на общих желаниях этой пары. Это женщина, которая, пришедшая в этот период отношений, которая не проходила с мужчиной этот его период становления, какой бы она ни была прекрасной, запомните это навсегда. Кто сейчас пытается разбить отношения, девочки? Какие бы вы ни были прекрасные, какие бы вы ни были молодые, возможно, идеальной фигуры, идеального разума, идеальной речи, всего идеального, вы навсегда останетесь любовницей этого мужчины. Навсегда, на всю жизнь. Почему? Потому что в том обществе, где он вращался, его ценили за то, что он шел с одной женщиной, которая его постоянно поддерживала. И, конечно же, она была качественная. Почему? Потому что она очень долгий путь с ним прошла. Вот именно такая женщина, которая прошла очень тернистый путь с этим мужчиной, достигший успеха, как минимум, всегда любовница почему-то выбирает самых богатых мужчин, чаще всего, либо тех, которые могут порешать ихние вопросы за счет другой женщины, с которой он этого достиг. И вот эту несправедливость, поверьте, друзья, товарищи, сотрудники, бизнес-партнеры, они никогда не примут эту воровку в свое общество, как его жену. Они будут опасаться такой женщины, потому что мало ли этой женщине, этой воровке понравится еще чей-то муж. А она ведь молодая, интересная. Мало ли что ей захочется. Понимаете? Вот в этом случае мужчина, первое, что я хотела сказать, самое главное, когда мужчина выбирает вот эту стекляшку вместо того бриллианта, которая была женщиной, с ним прошла, вот этот путь, к нему теряется интерес тех партнеров, которые понимают, что важнее всего стабильность, подбор кадров в жизни, да, вот на работе. То есть они видят, что он не разбирается в качестве людей. Они же понимают, что эта девушка, она пришла на все готовое. Она пришла взять просто. Вот эту женщину никто никогда не примет. Этого мужчину будут тоже уже остерегаться. Он потеряет все свои возможности, которые были достигнуты вместе с одной женщиной, стабильной женщиной. Потому что каждый бизнесмен, каждый умный и мудрый и стабильный бизнесмен, он любит стабильность, он любит знать, что будет завтра. А с такой женщиной человек, он точно не знает, что будет завтра. Он ей понравится, а завтра кто-то другой понравится, и она перебросится на другого. Это женщины, которые просто берут от жизни то, что могут вырвать у других. Они сами не создают. Они приходят на готовые и почему-то думают, что они очень умные и очень ценные. На самом деле это показывает их дешевизну. Ценная, сильная и драгоценная женщина, которая идет от начала и до конца, вернее, до уровня с мужчиной, который пришел от изножья горы и дошел до верха, и она помогала ему нести этот путь вместе с ним, а не та, которая на, так бы сказать, самолете перелетела, села на подножье горы
сбросила эту женщину, которая с ним шла, взяла все достижения ее с ним, забрала этого мужчину, и оказалось, что она типа успешная. На самом деле, такие женщины, запомните, если приходят женщины на все готовое, особенно когда мужчина старше от нее от 7 до 15 лет, эта девочка, она никогда не будет ценить то, что у нее есть. Она не сможет это приумножить, потому что она не знает как. А эта женщина, которая прошла с ним путь, она знает как. Потому что она прошла этот путь, она эту школу прошла вместе с этим мужчиной. С этим мужчиной понятно, с этой третьей особью тоже понятно, что будет и как. Теперь, что же касается третьего лица этой мудрой, сильной и ответственной женщины, которая бриллиант в 100 карат. В том случае, если эта женщина, получив удар, скажем так, в спину от своего мужа, внезапно, она встает на ноги, находит силы, находит все возможности, у них еще маленькие дети, забирает их с собой. Это говорит о том, что эта женщина, понимающая, что у нее осталась только одна она у себя, она аккумулирует полностью всю силу, которая у него есть, и которая у нее есть, и опыт, который она приобрела, достигая с этим мужчиной тех высот, которые они достигли вместе. Она, как жар-птица, сбрасывает эту боль. Она восстанавливается. Она аккумулирует вот эту всю мощную, накопленную силу, которая приобрела за все это время, и бросает в какой-то классный проект себя. Например, она открывает, например, в себе то, что она всегда хотела писать книги. Либо она открывает в себе то, что она хотела быть спортсменкой. Либо она открывает в себе то, что она всегда хотела продавать и делать какие-то тортики, возможно, что-то кулинарное. Вы представляете? И когда она понимает, что у нее сейчас пробил ее час, и только она одна может это сделать, и никто ей не поможет, мало того, еще палки в колеса поставит или нож в спину поставит. То есть она понимает, что если самый драгоценный для нее человек, который после родителей вставил ей в спину нож, она не может никому уже больше доверять. Она будет доверять только себе и только себе. Весь ресурс, который она подарила этому мужчине, он забрал все, что у нее было с ним, и отдал этой любовнице, которая ничего не сделала для того, чтобы у него все это было. Как, скажите, после этого женщина себя ведет? Логично. Она становится просто мощной акулой бизнеса. Она отбрасывает все эмоции, она отбрасывает всякие любовные интриги, она никому не доверяет ни на один шаг и ни на одно слово. Эта женщина – это просто бизнес-вумен. Она полностью собирает все свои знания, все свои интересы, полностью вкладывает в себя все возможные ее ресурсы, финансовые, территориальные, знания, обучение. То есть она полностью все, что у нее может быть, какие ресурсы, она полностью вкладывает в себя. И эта женщина, наоборот, знаете, что происходит? Наоборот, она себя усиливает в миллионы раз. Она понимает, что так я могу и без него.
Так я могу себя любить так же, как я любила его, но теперь могу только любить себя. И знаете что? Самое страшное происходит для мужчины, тот, который вот ее бросил. Я вам расскажу историю реальную из жизни, вот, которую я сейчас рассказываю, как бывает в любовном треугольнике, реально как была эта история. Эта история просто, это просто почему-то я слышала разные истории, да, вот, но я почему-то думала, что этого не может быть в жизни. Но когда я в реальности слушала клиентку свою, я реально поняла, что такое бывает, и что иерархические знания работают на 1000%. Я вам в следующем видео обязательно расскажу эту историю. Она не будет длиться очень долго, она будет очень коротко длиться, но я вам расскажу эту историю. Вам очень будет интересно. Реальная история, любовный треугольник, и что случилось, как было и что произошло в конце. Это будет в следующем видео. Так вот, эта женщина, она абсолютно вкладывает все свои ресурсы в свое развитие. И вот, когда она все вкладывает в себя, те, которые вот знают его мужа, да, например, они поворачиваются лицом к этой женщине, они ей аплодируют. Молодец, молодец, молодец. А этому мужчине они только, вот так могут развести руками. Нам жаль, но ты сделал неправильный выбор. И знаете, от такого мужчины очень много возможностей просто улетучивается. Вот с этой женщиной, которую я очень сильно любила его, та женщина, которая идет очень долго с мужчиной, это означает, что она его любит всем сердцем, всем душой и дает ему энергию и развитие. И вот та женщина, которая с ним построила на любви вот этот союз, огромные там успехи его, вот эти все достижения, которые он достиг вместе с ней, конечно же, у него были возможности и все такое. Вот этого мужчину просто все покидает. Просто покидает. Почему? Потому что так как любила женщина искренне, не сможет любить та женщина, которая пришла отобрать. Если, мужчины, вы слушаете меня, и вы сейчас в этом любовном бермудском треугольнике, поверьте, вы насколько будете жалеть, что вы бросили ту женщину, которая искренне вас любила и вас подняла своей любовью на вершину горы успеха. Вы потеряете все и даже больше. Все то, что вы достигли с ней, и даже потеряете веру в себя, а это все, это конец. Вы потеряете здоровье, вы потеряете веру в себя, вы потеряете все финансы, вы потеряете все возможности, вы потеряете любые контакты с теми людьми, которые знали вас вместе с этой женщиной, которая достигла с вами, с которой вы достигли многих успехов. Поймите, пары, которые сейчас в этих отношениях, в тройниках, будем так говорить. Лучше улучшить и раскрыть глубже то, что у вас есть, чем бросать недоработанный проект, например, отношения, если у них там какие-то проблемы, чем брать новое, вернее, вестись на новое, которое пришло у вас отобрать то, что вы уже имеете. Лучше найдите способ полюбить свою женщину по-другому, а женщины, полюбите своих мужчин по-другому. Поймите, есть уровни, которые у мужчин и женщины доходят до определенного уровня отношений, где они просто должны расти. Если кто-то из вас не растет, да, возможно, у вас есть проблемы. И вот если вы найдете вот эту вот проблему, почему у вас вообще появился третий человек в отношениях, если вы поймете, если вы разберетесь, где вот эта буферная зона, что там в ней происходит, что у вас такая буферная зона появилась для третьего человека, почему она вообще там появилась, вот тогда вы взлетите в новый уровень отношений. Потому что человек создан только развиваться,
только развиваться. По-другому никак невозможно. Так вот, с первым мы разобрались. То, когда мужчина выбирает любовницу. Это разнообразит отношения мужчины, любовные отношения, сексуальные отношения с этой девушкой в своей жизни. Но это даст такую огромную трещину в его будущей жизни, его успеха, что она будет только расходиться все глубже, глубже, и он просто однажды упадет туда. И никто ему уже не поможет. Он будет очень сильно кричать: «Помогите мне». Он будет кричать о помощи той женщине, которая уже взлетит без него. Потому что эта женщина, которая брошенная таким мужчиной, которому она отдала все, что было у нее, она, знаете, она такой сильной становится, что та сила, которая накопилась до, и она ее еще утраивает в тот момент, когда она уже не надеется ни на кого. Кстати, про надежду на кого-то, посмотрите, прежде видео было о безответственности, когда человек надеется на кого-то. И вот она уже настолько не надеется ни на кого, она надеется только на себя и верит только в себя. Она может даже, знаете, такая быть ситуация, что эта женщина вообще ни к какому мужчине не верит. И ей очень сложно построить отношения. Очень, очень, очень. Из-за своего недоверия и длительной проверки, насколько человек, мужчина, искренне действительно к ней относится, и у нее, и у него искреннее намерение. Это очень сложно. Но такая женщина, она очень мудрая. Она очень мудрая. Ее мудрости уже хватит на 10 после того, что она пережила. Еще, когда муж тратит созданный ресурс той женщины, которую он создал до этого, на эту другую женщину, он автоматически все теряет. Кто этого не знает, советую послушать. Итак, почему мужчина потеряет? А я сейчас объясню вам. Очень просто. Послушайте это, люди. Не теряйте то, что вы достигли вместе. Вот послушайте сейчас. Очень важная информация. Для каждого, который в паре что-то создал. Потому что богатство и желания в форме материальных благ для жены были созданы на ее энергии, только на ее энергии, воплощенные в реальность только для нее, которыми имеет право пользоваться только она. Это как личный код по отпечатку сетчатки глаза для входа в двери к ее личным богатствам. Подумайте, вы представляете, что происходит, если мужчина, который создал материю для своей жены, которая ему отдавала энергию любви, а он как просто реализатор этих ее мечт, она дала ему энергию для этого. То есть то, что она ему дала, она дала для себя. Просто мужчины этого не знают. Вы представляете, вы просто код к богатству, знает только женщина. Только эта женщина, ради которой вы все это делаете. Если вы делаете для нее, например, она хочет машину, он говорит: любимый, хочу машину, там, Audi Q5, 26-го года выпуска. Вот такую хочу. И она его любит, она его ублажает, она все делает, чтобы, когда он приходил домой, он наслаждался этой женщиной. И вот тогда он просто от кайфа ее, он берет ее жизненную энергию. Вы представляете? Он берет ее жизненную энергию, которую она по доброй воле отдает, для того, чтобы он на ней, благодаря ее вот этой энергии, притянул возможности заработать денег на Audi Q5 26-го года выпуска, и чтобы он ей привез. Или, может, и принес с бантиком красным. Утром, не 8 марта, а когда она хочет.
И вот чтобы она села в эту машину и наслаждалась жизнью. А если мужчина думает, и та его любовница думает, что когда мужчина купил жене вот машину, она ее выгнала с семьи, да, забрала этого мужчину, и мужчина, конечно же, как говорится, та, которая сверху мужчины во время полового акта, та и управляет его мыслями. И вот когда она больше управляет его мыслями, конечно же, он забирает у своей жены все то, что он купил ей. Конечно. Глупый дурак, который так думает, что этой жене вернее, второй этой любовнице он подарит эту машину, и с ней ничего не будет. Поверьте, эта машина либо сломается, либо она попадет в аварию какую-то, с ней что-то случится, ее либо придется продать, где-то какие-то долги появятся. Поверьте, все вот так вот пропадет. Оно развеется, как дым. Все те материальные блага, которые были созданы на энергии этой женщины, которая с ним шла много лет, она уходит, и вместе с ней шлейф всей энергии уходит с жизни этого мужчины. Все его материальные блага она тоже забирает. И говорит: до свидания, дорогой. А знаете, что будет еще потом? Очень вообще интересно. Вот когда женщина уходит в свое развитие, вот эти все блага материальные, они снова возвращаются вместе с ее энергией, только трансформируются уже через других людей, через другие возможности, оно все ей возвращается. Потому что это ее потенциал, это ее мощная энергия, это ее объем энергии, который она создает, материализует для себя, а не для какой-то любовницы, которая пришла забрать чужое. Понимаете, это закон энергии, это закон Вселенной, это закон, который никто не может нарушить. Это невозможно. Это невозможно. Это если вы, например, вы женщина сильная, да, и вы готовы отдавать свою энергию кому-то, всем, кому попало, а не в себя аккумулировать, да, конечно, этого не вернется. Оно останется у любовницы, возможно, и у кого угодно. Но если вы себя собираете в свой пятый элемент, о котором я рассказывала в другом видео, обязательно послушайте. Вот, вы, конечно же, собираетесь в огромный аккумулирующий комок энергии, к которому вот так как магнит все богатство притягивается. И потом знаете, что происходит? Блин, это просто кайф. Я вот сейчас, кайфую от того, что происходит потом. Вот эта вот парочка, которая я вот предала эту женщину, муж, который предал, а та, которая воровка пришла и думала, что вот это все ей останется, да? А оно все переходит к этой женщине. Эти все теряют двое, а в этой женщине просто она создает свое общество. Она создает свой мир, она создает свою магнитуду, которая просто притягивает к себе все самое лучшее. Все самое лучшее, потому что она качественная. А все качественное притягивается к качественному. Правильно? Правильно. И вот знаете, что происходит еще в самом конце? Когда этот мужчина понимает, что он как бы прогадал, со временем, это, например, через 3 года он понимает, что это было всего лишь сексуальное влечение, и что эта женщина, которая с ним сейчас, девушка, или женщина, в общем, любовница, на самом деле она ему не дает того сильного толчка для взлета, для новых достижений. Например, для новой горы, например, которая повыше, побольше. Нет, он скатывается с этой женщиной, любовницей, к подножью горы, где он только начинал с той женщиной. Вы представляете, что происходит? Поверьте, если он финансово не все потеряет, он здоровье потеряет. Потому что та, которая пришла взять, она забирает здоровье, она забирает деньги, она забирает любовь, она забирает все, что у него было с той женщиной, с которой он достиг. С которой даже свое ощущение мужества она тоже забирает. Потому что мужчина, который делает прыжок ради своей женщины, он усиливает мужской стержень, он усиливает его.
Он чувствует себя сильным мужчиной, он чувствует себя самцом, который лучший, который для нее идеален, который самый сильный для этой женщины, с которой я с ним рядом много лет. И вот, когда этот мужчина понимает, что он прогадал просто жестко прогадал, что он делает? Начинает искать эту женщину, которую он предал. А знаете, что самое страшное? Этот мужчина попытается попросить у нее прощения, а эта женщина, брошенная им, преданная, знаете, она его даже не подпустит к себе, потому что ей уже даже не больно. Она даже будет благодарна ему за то, что он сделал ее такой сильной, и что она поняла, что даже близким, тех, которым ты отдаешь себя очень максимально, то есть ты отдаешь весь ресурс ради двоих, только ради него и даже ради себя, и это ради двоих, не факт, что он будет благодарен. Валя, эта женщина, становится очень мудрой. Она больше не подпускает этого мужчину к себе. Она его даже в ворота, когда он постучит в ее государство, она скажет: выгоните этого бомжа. К сожалению, таких историй, поверьте, очень много. Потому что ресурсную женщину, которая любит мужчину без остатка, даже иногда в убыток себе, ее начинает считать той Золушкой, которую я рассказывала в другом видео про Золушку. Да. Ее считают как должным, что она такая должна быть. А вот когда она уходит и показывает, насколько она сильная и успешна без этого мужчины, а этот мужчина сгорает, конечно же, он понимает, кто из них вообще великий человек, который что-то сделал для того, чтобы этот мужчина достиг этого, что он имел, но сейчас уже потерял. То есть ресурсная женщина, она всегда любит без остатка. Но это до того момента, пока ее не предадут. И вот когда ее предают, она становится очень мудрой, сильной, ответственной и очень опасающейся какого-то подвоха. Она очень постоянно анализирует, она очень крутой аналитик становится. Она анализирует каждое слово, сказанное ей в ее адрес любым человеком. Она думает только выгодно для себя. Она думает только о том, чтобы ее государство, крепость ее государства только усиливалась, чтобы ее жизнь была насколько в безопасности, что никакой мужчина не пролезет никак к ней. То есть, никак не пролезет. Никак. У нее будет стоять такая серьезная крепость, что никто никогда не сможет к ней попасть в сердце и убить ее очередной раз. Или вырвать его, или подобным образом растоптать ее как женщина. Да, и еще про эту женщину сильно. Еще эта женщина, она наконец-то поймет, какого мужчину она готова рядом с собой видеть, который создал тоже себя из руин, поверьте. Только такого мужчину она будет видеть себя рядом с собой. Только такого. Только такого мужчину, который прошел подобный путь, как она. Почему? Потому что этот мужчина будет понимать, какую цену она заплатила, чтобы стать такой сильной, такой влиятельной в своей жизни, в своем мире. И он будет ее ценить как лучший бриллиант. И он будет ее еще укладывать в ту оправу безопасности ее психики, ее уже успехов, которые он может ей дать. То есть он будет доказывать ей свою безопасность, то есть он будет доказывать то, что ей будет с ним безопаснее, чем без него. Понимаете? И вот тогда эта женщина проверит его года 3, поверьте, это так и будет.
проверить его года 3, как он ведет себя, как он на первых свиданиях себя ведет, о чем он говорит. Она очень становится очень мудрым психологом, понимаете? Она насколько глубоко изучает этого мужчину, что если она видит в нем потенциал своего будущего избранника, она его изучает со всех сторон. Она его может ввести специально в какую-то ситуацию, в которой он раскроется. Это такая хитрая женщина становится, что вы даже не подозреваете, что когда она вас изучает и когда она вас проверяет, она может просто улыбаться вам, создавать ситуацию, в которой вы даже не понимаете, что она вас уже проверяет. И она молча, она ничего не будет говорить вообще, никогда. Она просто посмотрела, сделала выводы, развернулась и погнала на 180 градусов в свое королевство. Да, кстати, она будет проверять вас на нейтральной территории. В свое королевство она вас не будет приглашать, пока вы не будете достойны того, что пройдете вот эти все вот ее проверки, и тогда она решит, сколько баллов вы набрали. Вот. Вот такая женщина происходит, вот такая она становится. И знаете, с такой женщиной, самое интересное, что с такой женщиной мужчина взлетит до таких высот, что даже этот мужчина не подозревает этого. Если он себя с руин создал, как она с руин себя создала, поверьте, эти люди, эти два вот таких мощных элемента, они создают вот этот вот как бы пятый элемент, то есть она пятый элемент в себе создает, и он пятый элемент в себе создает. И когда они соединяются, представляете, что это происходит? Это просто жесть. И вот эти две сильные личности, которые прошли просто адский ад, они просто разрывают в полете любую проблему в их жизни. Они насколько харизматично, мощные, сильные, что просто их невозможно не любить. Ими невозможно не восхищаться. Ими невозможно пройти мимо их продуктов, предложений, сотрудничества. Прям все прутся туда к ним, чтобы с ними сотрудничать. Вот что происходит в жизни такой женщины. А тот мужчина, поверьте, он будет ходить вокруг да около ее вот этого государства, где она уже развиваться с другим мужчиной, и плакать вот такими крокодиличьими слезами. Какой я был дурак! Как я мог обратить внимание на какую-то стекляшку, когда у меня вот какой бриллиантище был? Дебил. Это полный идиот, когда он теряет такую женщину. Поверьте, я знаю таких историй много. И вот так вот и происходит. Потом либо мужчина останавливается на уровне вот том, котором он с этой женщиной добился, и он еле-еле его держит, вот так балансирует, но чаще падает, все по чуть-чуть падает. А та женщина растет, развивается, крепнет, молодеет, красивеет. Просто это такая женщина, просто ее невозможно не видеть, не замечать. Ее просто липнет взгляд к этой женщине. Закончим эту тему на том, что подписывайтесь на мой канал. С вами была Таран Татьяна. И сегодняшняя тема, возможно, кому-то так зайдет, что если у вас были мысли либо разорвать отношения ради кого-то, если вы в долгих отношениях, то не делайте этого. Вы подумайте, не рубите с плеча. Проверьте действительно, насколько у вас все плохо. Знаете, когда очень все плохо, это говорит о том, что у вас очень серьезный должен быть скачок вверх в отношениях. Еще раз повторяю. Ссылочки описания, пожалуйста, заходите на мои личные консультации. И очень скоро мои аккаунты, которые я создала для вас, только для вас. Вы будете наблюдать, как я пишу свою книгу, которая основана на иерархических знаниях, на психологии и личном опыте через призму правды этой жизни. Вы там найдете себя, вы найдете свою истину. Каждый найдет свою истину.
Вы раскроете в себе тот потенциал, который вы не знали, что он вообще у вас существует. Это очень важно будет для вас лично. Эта книга пишется сейчас. Я просто наслаждаюсь тем, что я могу для вас дать больше, чем просто это видео. У вас будет целительная энергия, ваша личная и моя, которая с вами всегда будет рядом. Она будет у вас дома, если вы купите эту книгу. Я делаю инициацию на каждого человека отдельно, потому что я женщина-источник. Очень большой, такой максимально аккумулирующей силы, которые я пока на этот момент уже владею. Приходите ко мне на консультации. И еще раз вам говорю, звоните, пишите. Есть возможность у меня с вами общаться без проблем. В любой соцсети, пожалуйста, звоните, пишите. Конечно же, и имейте в виду, что я пишу книгу эту не для себя. Я пишу эту книгу для вас всех. Это вам она нужна, это не мне она нужна. Я пишу ее потому, что кому-то нужна эта информация. Мне просто она дается, чтобы вам ее передать, дорогие друзья. Это будет исцеляющая книга, которая, подчеркиваю, исцеление – это значит быть цельным, быть собой. Вы соберете себя в тот 5-й элемент, который я вам говорила ранее. Вот это будет ваша удача в этой жизни. Это будет ваш выигрыш в вашей жизни. До встречи в новых видео. С вами была Таран Татьяна. Скоро встретимся еще раз.